Хотя Бхагавад-гита издается и читается как самостоятельное произведение, изначально она является частью Махабхараты, древнего эпоса, написанного на санскрите. Махабхарата повествует о событиях, предшествовавших наступлению века Кали, эпохи, в которую мы живем. Эта эпоха началась около 5000 лет назад, в тот самый момент, когда Господь Кришна поведал Бхагавад-гиту своему другу и почитателю Арджуне. Их беседа, представляющая собой один из величайших философских и религиозных диалогов в истории человечества, состоялась перед началом первого сражения в великой братоубийственной войне между сотней сыновей Дхритараштры с одной стороны и их двоюродными братьями, пандавами, сыновьями Панду, с другой. Два брата, Дхритараштра и Панду, принадлежали к династии Куру и были потомками царя Бхараты, который некогда правил всей землей. От его имени возникло название Махабхарата – великая история потомков Бхараты. Поскольку Дхритараштра, старший из двух братьев, родился слепым, царский трон, уготованный ему, перешел к младшему брату, Панду. Случилось так, что Панду умер молодым, и его 5 сыновей – Юдхиштхира, Пхима, Арджуна, Накула и Сахадева – остались на попечении Дхритараштры, который после смерти брата временно занял престол. Поэтому сыновья Дхритараштры и сыновья Панду росли и воспитывались вместе при царском дворе, и тех, и других обучал военному искусству многоопытный Дрона и наставлял почитаемый всеми старейшина клана, дед Бхишма. Однако сыновья Дхритараштры, в особенности старший из них, Дурьодхана, ненавидели пандавов и завидовали им. А слепой и слабовольный Дхритараштра хотел, чтобы его собственные дети, а не сыновья Панду, унаследовали царский престол. Тогда Дурьодхана, с согласия Дхритараштры, замыслил убить юных сыновей Панду. И только благодаря покровительству их дяди Видуры и защите их двоюродного брата, Господа Шри Кришны, ни одно из покушений на жизнь пандавов не увенчалось успехом. Господь Кришна был не обыкновенным человеком, а самим Верховным Господом, который воплотился на земле в образе царевича, одного из царских родов того времени. Играя роль царевича рода Яду, он приходился племянником жене Панду, царице Кунти, или Притхе, матери братьев Пандавов, поэтому и как их родственник, и как вечный защитник религии Кришна покровительствовал добродетельным сыновьям Панду и всегда их защищал. В конце концов, коварный Дурьодхана вынудил пандавов сыграть партию в кости. Во время рокового поединка Дурьодхана и его братья выиграли Драупади, добродетельную и верную жену пандавов, и, издеваясь над ней, пытались раздеть ее на глазах у всех собравшихся царей и царевичей. Благодаря божественному заступничеству Кришны Драупади была спасена, однако Кауравы, ведя нечестную игру, обманом лишили пандавов царства и вынудили их провести 13 лет в изгнании. Возвратившись из ссылки, пандавы потребовали у Дурьодханы вернуть по праву принадлежавшее им царство, но тот наотрез отказался. Будучи кшатриями, пандавы должны были править и таким образом служить обществу, поэтому они сократили свое требование и попросили отдать им хотя бы 5 деревень. Но Дурьодхана дерзко ответил, что не уступит им и клочка земли, куда можно было бы воткнуть иголку. До этого момента пандавы терпеливо сносили все оскорбления, однако после такого отказа у них не оставалось другого выхода, кроме войны. И тем не менее, когда правители всех государств разделились, встав на сторону сыновей Дхритараштры или примкнув к пандавам, Кришна
сам выступил в роли посланника пандавов и отправился ко двору Дхритараштры с миссией мира. Однако его призывы не были услышаны, и тогда окончательно стало ясно, что войны не избежать. Добродетельные и благочестивые пандавы, в отличие от сыновей Дхритараштры, признавали Кришну верховной личностью Бога. И все же Кришна согласился участвовать в битве, считаясь с желанием каждой из враждующих сторон. Он предложил обеим сторонам выбор. Будучи Богом, он не станет сражаться лично. Но противники по желанию могут получить либо армию Кришны, либо его самого в качестве советника и помощника. Дурьодхана, которого считали хорошим политиком, с радостью выбрал армию Кришны, а пандавы столь же уверенно выбрали самого Кришну. Так Кришна стал колесничем Арджуны и взял в свои руки бразды легендарной колесницы великого лучника. Это подводит нас к тому моменту, с которого начинается Бхагавад-гита. Две армии стоят друг против друга, готовые к сражению, и Дхритараштра с волнением вопрошает своего секретаря Санджаю, что они стали делать, собравшись на поле боя. Итак, участники событий расставлены по местам. Осталось сказать лишь несколько слов о настоящем переводе Гиты и комментариях к нему. Кришна – это реальная фигура. Это не литературный прием для изложения идей некого безымянного гения или, в лучшем случае, второстепенный исторический персонаж. Личность Кришны является одновременно целью и смыслом Бхагавад-гиты. Поэтому данный перевод Бхагавад-гита, как она есть, равно как и сопровождающие его комментарии в книге Бхагавад-гита, как она есть, ставят своей целью привести читателя к Кришне, а не увести его в сторону. Такой подход делает Бхагавад-гиту до конца последовательным и понятным произведением. Всего за несколько лет с момента выхода в свет первого издания Бхагавад-гита, как она есть, эта книга стала наиболее популярным переводом гиты и получила широкое признание. Кришна является и рассказчиком гиты, и ее конечной целью.